Всем привет! Это 4-я серия нашего путешествия по Пакистану. Обязательно посмотрите предыдущие, чтобы знать об этой стране чуточку больше. И если прошлые выпуски были посвящены городам, культуре, еде, людям и тому, как они живут, то сегодня мы покажем, как украшают грузовики и автобусы. Таким не может похвастаться ни одна другая страна. Мастера покажут нам процессы восстановления и украшения машин, расскажут, сколько все это стоит и еще многое-многое другое. Поехали! Друзья, всем привет! Вы на канале «Существует способ». Меня зовут Миша, а за камерой у нас прекрасная Елена. И сегодня наш выпуск будет посвящен не просто Пакистану, а пакистанским грузовикам. Собственно, объясняем почему. Даже не объясняем, а просто показываем. Потому что здесь их украшают максимально необычно. Завешивают всеразличными декорациями, украшениями, флагами, наклейками, катафотами и прочим. Поэтому сегодня мы пройдемся, во-первых, по мастерским, в которых все это делают, и, во-вторых, по магазинам, и посмотрим, что же они используют для того, чтобы оформить свой грузовик. И также покажем результаты работы тех, кто занимается оформлением этих грузовиков. Погнали! Только вот я вам рассказывал про все это, смотрите, насколько это изящно выглядит. Это мы забыли подметить момент, что они заморачиваются не только с экстерьером, но и интерьером. То есть внутри кабины можно увидеть просто огромное количество всяких украшений. Их мы тоже покажем. Вроде как нам согласились провести экскурсию по мастерской. Направляемся как раз таки в мастерскую, где красят фуры, где их обвешивают всякими элементами. На самом деле это была моя давняя мечта — увидеть, как происходит этот процесс, и увидеть вообще сами вот эти вот фуры, потому что, это реально произведение искусства, которое есть вот только вот в этой стране. Может, конечно, где-то еще как-то так украшают фуры, но не в таком объеме, не так изящно. Человек трудится, подведен компрессор, и вот он разукрашивает. Газетами обклеили узор, и сейчас вот поверх уже наносят краску. Сначала нанесли красный цвет, сейчас будет какой-то вот здесь силуэт белого цвета. Вот это ребята говорят, что это для усиления конструкции фуры. То есть это, я так понимаю, они что-то вроде рессоров делают, потому что многие фуры здесь вообще переделаны. А в этом месте происходит как раз таки ремонт двигателей. Вот тут сейчас несколько мужчин, видимо, профессионалов своего дела, разбирают двигатель и настраивают это. Fix it engine, yeah? Engine fix it, yeah. Head engine. Мне кажется, что украшение такого типа это очень недешево, и поэтому после этого будешь сдувать пылинки с автомобиля. 17 model. 16 model, 17 model. This is Pakistan brand. No, England. England. Yeah. How much? How much need to pay for the decorate? Full decorate. Full decorate in dollar $2,000. В общем, говорят, что чтобы украсить вот в таком стиле свой грузовик, водители тратят порядка $2–2,5 тысяч. Не несет никакого технического характера, они просто берут и делают, можно сказать, картину из своего автомобиля. В общем, здесь можно даже найти целые магазины, которые торгуют аксессуарами для украшения фур, автобусов. Вот такие вот какие-то висюльки, знаете, как елочные какие-то украшения, какие-то флажочки, разноцветные тряпочки. Эти вот усы, которые они на передний бампер ставят, вот они тоже. И сверху, кстати, у них тоже есть функция, они выполняют, наверное, роль какой-то подсветки, дополнительного освещения в машине. Всякие различные вот шарики, металлические изделия какие-то. Тоже видно, что все самопальное. Это вот как раз таки вот этим декором они обвешивают. It's really beautiful, yeah. You make this in here, yeah? Yeah. И да, здесь они, получается, делают. Все это делают и продают.
Вот сейчас к продавцу пришел клиент и затаривается светодиодами. Также они любят украшать все разными огоньками, разными светодиодными лентами, чтобы придать более изящный вид своему автомобилю. Интересный факт. Когда Имран Хан, предыдущий премьер-министр Пакистана, выиграл чемпионат мира по крикету в 1992 году, на грузовиках стали рисовать звезд крикета. Когда фильм становился хитом, рисовали актера. Это отражает текущие тенденции в Пакистане. Кроме этого, мы узнали, что в Карачи существует организация, занимающаяся поиском пропавших детей, рисуя их портреты на кузовах грузовиков с номерами телефонов доверия. Еще не забываем про то, что пакистанцы очень гостеприимный народ, и даже вот в эту лавку мы зашли просто подснять, принесли поднос с 3 пиалочками, а продавец пока занят торговлей. Тут ребята пришли, говорят, нам поярче, чтобы было, да, попестрее. You're Pakistan officer? Да, в общем, продавец наш оказался необычным. Это оказался пакистанский офицер. Он говорит, примерь вот этот вот жилет. Здесь у него пистолет и несколько обоим. Говорит, да, примеряй, тебе подойдет. Thank you so much. I don't like a gun. Hello. Fine. Вот так вот выглядит обстановка внутри. Здесь все завешено цветами. Flower, yeah? Yeah. Все завешено цветами. Вот так вот выглядит салон автобуса. Обалдеть, просто это фантастика какая-то. Ты как будто едешь в раю. Нас решили немножечко прокатить. Picture in Japanese style, yeah. Japan. नहीं Japan. Painting. Wood, yeah? Yeah. Даже, смотрите, они делают деревянные двери. Обалдеть. Вы посмотрите, резьба. Обалдеть. Ну, это же реально просто фантастика. То есть это надо как-то взять, убрать старую дверь и поставить на это место деревянную дверь. Причем подогнать ее по размеру. Вот с этой стороны тоже, посмотрите, насколько все-таки это великолепно выглядит. Возможно, кто-то скажет, что слишком пестро, слишком много всякой цыганщины, как ее называют многие водители. Но в этом все-таки есть какой-то дух. Они взяли и начали его делать как-то по-своему. Они разработали свой стиль. Мне предлагают подняться. Сесть. Акен? Yeah? Окей. Оп. It's your truck. Your truck. Водитель 2 месяца потратил на то, чтобы оформить эту машину. Можно найти просто владельцев грузовиков, которые здесь оставляют на стоянках на хранение свои грузовики. Ну это фантастика, реально, ребят. Я по-другому не могу сказать. Я осуществил свою давнюю мечту, и я безумно счастлив. It's really beautiful. Thank you so much. Так с чего же все началось? Украшение грузовиков берет свое начало с 1920-х годов, когда импортированные из Англии грузовики Бетфорд вторглись на улицы страны. Они были оснащены большими деревянными носами на кузове грузовика. Богато украшенный нос, известный как корона, также сопровождался декоративными бамперами и деревянными панелями вдоль кабины. В конце 1940-х годов, когда грузовики начали дальние поездки для доставки товаров, каждая компания разработала логотип, чтобы неграмотные люди могли понять, кому принадлежит грузовик. Со временем эти логотипы становились все более витиеватыми. В 1950-х годах Карачи стал центром грузового искусства, титул которым он до сих пор владеет. Вот этот мужчина, собственно, который у меня за спиной, он занимался декорацией этого грузовика. Really good, yeah. Really good. How long time is this decorate? 3 months. В общем, вот этот мужчина потратил порядка 3 месяцев на то, чтобы привести этот автомобиль вот в такой вид. Разукрасил его какими-то птицами, обклеил вот этими вот наклеечками, вот этими висюльками. Причем они тоже звенят, когда машина едет, они звенят. Даже смотрите, да. Даже смотрите, он взял и сделал внутри, в арке, где обычно все закидывает грязью, он взял и сделал, нарисовал какие-то цветы. Только дотошно прям к этому подошли, прям каждый элемент проработали. Вот свежая краска, видно, что еще недавно только вот все это покрашено было.
Не везде, конечно, прям идеально, но все это, заметьте, это все делается вручную. То есть человек сам берет и кисточкой прорисовывает все эти элементы, все эти рисунки делает. Скорее всего, они еще соревнуются в том, у кого фура выглядит более красиво. Здесь пакистанский флаг, все как положено. Номер какой-то присвоенный этому грузовику. Ленты обтяжки грузов. Кабина, конечно, блин. Ну это реально фантастика. Я вас замучу этим словом, но это реально фантастика. А вот здесь он показывает, что сверху еще элементы, они вот только вот недавно были покрашены, сейчас досыхают, и их он тоже. It's for this truck. Yeah. Ага. Вот эти вот элементы он тоже впоследствии повесит на этот трак, он будет вообще, наверное, сногсшибательным. Кстати, водители грузовиков гордятся своим транспортом, а потому очень ревнуют, если замечают, что у коллеги декор богаче, или же его грузовик привлекает больше внимания прохожих. И тут следует отметить, что не существует двух одинаковых машин, каждая из них по-своему уникальна. Мастер украшает согласно выбранному стилю и продумывает рисунки, комбинирует их на каждый трак отдельно. На старых траках двери заводского изготовления безжалостно выдирают, больше железа, сильнее жара в кабине, кондиционеров, естественно, нету по определению. Поэтому вместо родных дверей появляются резные ворота из дерева. Также насчет козырька над кабиной грузовика. Помимо декоративного предназначения, он имеет и практическое. Туда запросто могут поместиться 3-4 человека и еще их поклажа. China style, yeah? Интересно то, что они еще оформляют грузовики в разных стилях. Уже, конечно, немножечко подуставший грузовик. Здесь тоже занимаются восстановлением, судя по всему, ремонтом каким-то. You're an engineer, yeah? That's good. Custom repair. Ага. В общем, проблема какая-то с системой охлаждения. Вот этот мастер занимается подготовкой этого автомобиля к покраске. Наносит шпаклевку и впоследствии будет уже заниматься покраской. Японский грузовик, и вот эти несколько это... Russian engineer. Тут много говорят русских инженеров. Показывает подсветку. Вот по периметру у него сделана еще подсветка. Показывает, что есть какой-то мастер, который делает маленькие грузовички. Вот сейчас он залезет, снимет, покажет его. Ой-ой-ой, неожиданно. У парня здесь вот такой интересный домкрат сделан. Я тут попросил, чтобы нам показали местный клаксон, как выглядит горн у них. Мало, наверное, просто увидеть его, сколько важно услышать. Это настолько разные мелодии у каждого из клаксонов. Мы сейчас попробуем выяснить, можно ли послушать его. В общем, мы сейчас идем, проверять, как звучит клаксон в этих грузовиках. Но здесь максимально простой, иногда они бывают гораздо интереснее. No, not work. Для ребят проблема здесь показать их уникальный горн, как он звучит. Здесь вот ребята тоже полным ходом занимаются разборкой каких-то запчастей. Будем надеяться, что здесь вот сейчас нам смогут показать, какие звуки у них есть. Потому что к нескольким водителям подходили, они отказывались почему-то. Так, момент истины. Вот, да. Ну где вы еще такое услышите? Также смотрите, что вам сейчас покажу. Как выглядит черновая работа, как выглядит, собственно, кузов автомобиля перед покраской, перед какой-то декорацией. Такой вот металлический жестяной каркас, который в последующем уже будет как-то оформляться, декорироваться. Вот это, собственно, владелец данного автомобиля. Здесь вот контора, которая занимается именно покраской вот таких вот небольших автомобилей. Вот
сняли всю обшивку и сейчас вот покрывают грунтом, и в последующем уже будут покрывать краской. На этой площадке занимаются оформлением тракторов. Если на предыдущих занимались оформлением именно грузовиков, то здесь занимаются как раз таки оформлением и ремонтом тракторов. Мы поняли, что мимо этого малыша пройти просто невозможно, потому что, смотрите, какой он просто милашный, реально как будто из какого-то мультика. Что ж, друзья, вот такой вот необычный ролик у нас сегодня получился. Надеемся, что он вам очень понравился. Я думаю, конечно, больше всего, наверное, его заценят какие-нибудь автолюбители или дальнобойщики. Ну, вот, собственно, так и выглядит индустрия грузовиков в Пакистане. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого. Понравилось вам, не понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые, не менее интересные серии.